Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня расскажу вам про обновление. Плюс они выкатили в панорамике анонс событий на сентябрь. Ну и, соответственно, на этом фоне запущу там Башню Тьмы, поиграем немножко, и в Лигу сыграем разочек. Вот, ну а пока вернемся к этому. Итак, вчера, 1 сентября, был анонс. Герои столы ломятся от праздничных яств. Музыканты играют что есть мочи. Танцоры кружатся в едином потоке, а со всех сторон доносится задорный смех. Присоединяйтесь к празднику урожая. В эти осенние деньки мы приготовили для вас особое расписание и множество подарков. Ни один праздник не может обойтись без магазина желаний, который будет доступен с 3 по 6 сентября. То бишь, сегодня у нас с вами начнется магазин желаний. Ну и, соответственно, желаю всем, конечно же, удачи в нем. Вытянуть тех героев, которых вы бы хотели. С 6 по 13 сентября, то бишь с понедельника, будет доступна особая праздничная яма, и вы встретите самых грозных существ Пангеи. Праздничная яма обычно не сильно отличается от обычной стандартной ямы. Но посмотрим, может быть, они смогут нас удивить. Также с 7 по 9 сентября мы приготовили особые предложения для самых активных игроков. Ну, это опять же будут донат-плюшки. Соответственно, если вы донатите, то для вас это будет интересно. Если нет, то и вам особо ничего там интересного не будет. Также с 10 по 16 сентября, и это, пожалуй, основное, что будет, будет рок изобилия, то бишь новое событие, и также будет на нем новый герой. Масура, Дыхание Ветра. Зачастили они что-то с новыми героями, только от Грейс отошли. Уже вот Масура, Дыхание Ветра. Повангую немножечко, скорее всего, как мне кажется, это будет все-таки ближник. И Дыхание Ветра, возможно, это будет природник. Вот что-то мне так подсказывает. Но это чисто мое мнение, и ванга из меня обычно хреновая. Также с 15 по 17 сентября свои врата откроет праздничная арена богов. Это, скорее всего, будет обычная арена богов. Хотя теплится у меня надежда, что недавно же проходил конкурс на арену богов. То есть мы предлагали свои идеи, и панорамики их, как услышали, не услышали. Во всяком случае, я был в числе 9 победителей, которые и получили, собственно, эти награды. Там по 1000 изумрудов за идею было, и по 150 каждому. То есть вот такие пироги. Посмотрим, будет ли это одна из наших арен, которые мы предлагали в комментариях и участвовали в этом конкурсе, либо они просто сделают свою, но сундучки там будут, я уверен, просто что легендарные за победу. То есть, опять же, согласно лиге, там будут, по-моему, открываться сундучки. Как мне кажется. И, соответственно, с 17 по 20 сентября вы сможете получить целое состояние и пополнить свою казну изумрудами за участие в хронике Рост до Небес. Я эту хронику пропускаю, потому что буду копить 3 миллиона. И потом сделаю активное усиление своих героев. А здесь вот вроде, сейчас вот смотрим на яму, на башню. Вроде и соперник не слишком сложный, но прокачка у него, конечно, я так и не смог его одолеть. Спойлерну. Вот. И также с 20 по 23 сентября с помощью праздничного призыва к вашему отряду смогут присоединиться новые и уже полюбившиеся герои. То есть это будет очередной праздничный призыв, в котором мы сможем открыть недостающих героев. Меня не очень интересуют там легендарки, мне они даже не хотелось бы их получать с праздничного призыва, я бы лучше получил бы эпики, потому что эпики достать труднее, чем легендарки. Любую легендарку вы можете взять в магазине желаний, с эпиком такая ерунда не прокатит. Так что, как бы это ни звучало странно, я тоже желаю вам новых эпиков. Не тех, которые с события или что-то еще, а именно тех, которые даются за более поздние лиги. То есть более старшие лиги.
Ну вот. Я, например, очень хочу вытащить Цезаря, наконец, эпического. Потому что вот, в принципе, легендарки у меня уже практически все есть, а вот эпиков мне катастрофически не хватает. И либо ждать события, либо вот с таких призывов надеяться, что они мне упадут. Ну, а если подытоживать, то праздник урожая, праздничный призыв, новое событие и новый герой, праздничная арена богов, особая яма с новыми боссами и особое предложение для людей, которые готовы вкинуть копеечку в эту игру. Ну, а теперь перейдем, собственно, к обновлению. И сначала коснемся исправления ошибок. То, что касается Грейс. Исправленная корректная работа первой способности Грейс. Действительно была такая ерунда, что ее первое умение наносило не 49 урона, а урезанный вариант. То есть оно убивало какого-то героя, и цепочка прерывалась. Возможно, у кого-то еще какие-то баги с этим были. Но вот у меня такая только петрушка была. То есть прерывалась цепочка из 49 урона и наносилась там по 14, по 20, 21 урону. Также исправлена ошибка с исчезновением награды за первую покупку. Ну, действительно, это в психологическом плане для человека, который первый раз задонатил, неприятно, когда его вот так вот, ну, неумышленно, но немножко обманули. Также исправлены ошибки, связанные с окончанием боевого пропуска, но с этим я, честно говоря, не сталкивался. То есть там бывали ошибки, что пропуск новый либо не открывался, либо открывался позже. Может, еще какие-то были ошибки, но вот у меня такого не было. Также исправлены ошибки, возникающие в окне гильдии и во время войны гильдии. Вот во время войны гильдии возникали ошибки в основном с тем, что пропадало, показывалось, что вы получили 0 наград. То есть награды вам выходили за то, что вы воевали во время войны гильдии, но при этом везде стояло все по нулям. Так, исправлены визуальные ошибки в специальных предложениях и сделках. Ну, опять же, я вот с этим как-то не сталкивался, с этой ерундой. Вот нам дают 500 очков и 1465 юного грифона. Нормально, пригодится. Вот, я как бы не знаю даже. 145 карточек, хорошо, пускай остаются, лишними не будет. Вот. И вот эти события как-то у меня здесь никогда не было. Возможно, у вас были какие-то ошибки. Если были, ну, напишите в комментах. Просто как-то ошибки в предложениях. Ну, не знаю. Возможно, если оплата не проходила или еще что-то. Ну, черт его знает. Ну и также исправленные ошибки в работе таймеров в сделках. И исправленные ошибки в окне с ежедневными наградами. Тоже было чего-то такое крайне-крайне редко. С наградами, где... что было все открытые сундуки, показывало, как будто все сундуки открыты. На самом деле это было перезагрузка, это все решалось как бы, и проблем с этих особых не было. Ну а так, если говорить именно по обновлению, то герой текущее обновление погрузит вас в праздничную атмосферу осени. Совсем скоро начнется фестиваль урожая. Рассказываем, что нового ждет и какие ошибки мы исправим. Про ошибки мы с вами уже поговорили. Теперь давайте поговорим о том, что же нас ждет нового. Полностью обновлено окно событий с учетом пожеланий игроков. Мы внесли колоссальные изменения во внешний вид событий, чтобы вы смогли в полной мере насладиться игровым процессом и не упустили ни одной детали сюжета. Ну, то бишь, событий у нас еще не было по-новому. Поэтому мы поговорим об этом подробнее, когда выйдет событие. Ну и стрим я проведу, и там уже об этом и поговорим. Также удалена возможность подписки в игре. Все действующие подписки не будут затронуты, и их обладатели получат свои награды вовремя. Условия автоматического продления действующих подписок остались без изменений. Но не спешите расстраиваться, ведь впереди замену подпискам придет кое-что особенное. Вот это, честно говоря, не совсем я понял, про какие подписки они толкуют, потому что, например, VIP-премия как было, так и осталось. Может быть, они... Я вот тоже понять не могу, вот что за подписки, какие подписки. Не знаю. Опять же, если вы четко знаете об этом, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я вот не смог понять вот этот пункт про подписки. Также добавлено новое событие Рок изобилия, которое начнется 10 сентября. Но об этом мы уже поговорили. Там будет новый герой.
Добавлены новые эпические задания с подпиской на наши соцсети. Следите за новостями и получайте награды. Ну вот единственное, что мне дали, это за подписку на Facebook 50 изумрудов. Больше как бы никаких там новых эпических заданий не было. Так что корректнее было бы сказать эпическое задание. Ну и новое праздничное оформление фестивалю урожая. Все вы видели уже входящий экран. То есть все в таких желто-оранжево-красных тонах. Ну, соответственно, у нас осень на дворе. Поэтому вот такая вот петрушка. Ну вот, это если вкратце говорить обо всем. Вот все, что они нам предложили для сентября, ну и на будущее. То есть, ну, а вам предлагаю вот посмотреть одну из игр лиги, 11-я лига. Колоду немножечко переформатировал я. Флосс у меня теперь 12 уровень, Харон у меня 11 уровень, ну и 8 уровень мистера Лоскута. Прошел я в событии все-таки в последние дни уже, до вот этого задания поднять Лоскута до 12 уровня. Но за это время все, что я открывал сундуки, к сожалению, Лоскут мне упал, по-моему, один раз всего. Все остальное время мне нападала куча Флосса, очень мало Харона. Харона я там потом не повезло, там немножечко выпало под конец тоже. То есть вот в таком все плане. Поэтому было довольно грустно, что из-за того, что Лоскут не упал, я это задание пройти не смог. И, соответственно, завис. Ну и событие закончить, соответственно, тоже не смог. А мог впервые за долгое время его закончить. Вот, ну, здесь соперник так себе, средненький. Ничего особо сложного нету. Вот такая вот, ребят, петрушка. Работы сейчас очень много, поэтому ролики выходят нерегулярно и будут пока еще энное количество времени выходить нерегулярно. Ну, скоро отпуск. И вот там уже можно будет развернуться. Вот, побеждаем мы. И в очередной раз выходим в 10-ю лигу. Доходил я до 500 кубков. Потом скатился. Потом опять доходил, опять скатился. В общем, такая у меня пока карусель идет в 10-й лиге. Но я прекрасно понимаю, что по нынешней мощи я 9-ю лигу просто не вытащу пока. То есть надо еще как минимум, ну, уровня... Ну, во-первых, пробудить. И, во-вторых, по уровню 3 где-то добавить моим героям. Тогда можно уже смело туда идти. Ну, а на этом я заканчиваю. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока.